Здравствуйте! В прошлом видео мы рассматривали вот этот станок. В сегодняшнем видео мы будем рассчитывать скорость на валах электродвигателя. Вот у нас валы, и вот эту скорость мы посчитаем с большого вала на маленькой, через ременную передачу. Первым делом нужно посчитать диаметр вала. Считаем. Для этого у нас штангенциркуль. Берем и замеряем вал. Это будет ведущий вал электродвигателя. Смотрим. Вал 140. Следующий вал, на который будет передача, это вот этот. Мерим его. Шкив, точнее, не вал. Ну, шкив. Вал. Шкив он вот он, а вал он вот он. Шкив стоит на валу. 75. Чтобы нам узнать точный расчет оборотов, нам нужно вал мерить по внутренней части, то есть вот по этому ручью. То есть здесь же паз, получается, вот внутри, видите, вот он паз. И реальные-то обороты будут они по внутреннему диаметру. А вот от этого диаметра нужно отнять вот эту вот высоту вот этого паза. Не паза, а вот этого вот буртика, который идет до середины. Это называется ручей, до ручья. Вот мы меряем. Получается 10 миллиметров. У нас же с двух сторон. 10 и 10 получается 20 миллиметров. 140 отнять 20. Получается фактически 120 миллиметров. Здесь у нас диаметр 75. Считаем по ручью диаметр. И получается у нас 12 миллиметров. 12 умножить на 2 с двух сторон получается 24. 75 отнять 24 получается 51. И вот это все можно выразить. Вот я тут небольшой чертежик начертил. 2850 оборотов. На нем стоит шкив. Посчитали по ручью 120 миллиметров. Ведущий шкив 120 миллиметров. Ведомый шкив это вот этот. Получился у нас 51 миллиметр. Дальше, что нам нужно еще учесть? У нас ременная передача. Вот ремень. У нас же ремень тоже имеет толщину какую-то. По внутреннему диаметру. Внешнему один диаметр. По внутреннему будет другой диаметр, то есть меньше. То есть внешний вот, внутренний вот. Тут даже на ремне указано. 710 это внутренний диаметр. И теперь нам нужно не весь ремень, а только середина. Половина. Ремень у нас. Вот такая формула считается. Ремень у нас 7 миллиметров. Берем половину 3,5 миллиметра. Потому что, а почему 3,5 берем, а не весь ремень? Или просто, ну да, или не весь ремень. Потому что все равно ремень, когда мы его вот в ручей кладем, в один, во второй, он все равно не полностью прилегает где-то, все равно даже если натягиваем. Поэтому берут из расчета, из инженерного расчета всегда половину. Тогда фактические обороты мы посчитаем. Ведущий шкив, значит, у нас. Берем 120 наши по ручью. Плюс 3,5 получается 123,5 миллиметра. Ведомый шкив 51 по ручью мерили. Плюс 3,5 миллиметра. Это пол ремня опять. Получается у нас 54,5 миллиметра. И вот она, наша формула. То есть 2850 оборотов. Это наш электродвигатель. Вот он, значит, 123,5 это ведущий вал. Делить его на вот этот диаметр 54,5. Получается 2850 оборотов умножить на 2 266.
И получается примерно, ну там копеечка, 6458 оборотов в минуту. Получились наши обороты. Реальные, которые мы высчитали. На вот этом валу при работе электродвигателя будет 6458 оборотов в минуту. Вот это мы сделали практически точно. Но все равно ремень немножко может проскальзывать. Сколько-то оборотов, может быть там 100, может быть там меньше, может быть чуть больше. Все равно на проскальзывание ремня надо на погрешность убирают. Ну, вот примерно вот эта цифра. Вот по этой формуле можно считать валы и обороты. Вот здесь у меня 1, 2, 3 ручья на ведущем вале и 1, 2 на ведомом. То есть 3×2, вот их сопоставлять, 3×2, 6 скоростей. Можем посчитать 6 скоростей вот на этом электродвигателе. Вот передача на этот вал. 6 скоростей по этой формуле мы можем высчитать. Конструкционная скорость, все равно это надо знать. Какой-нибудь камень на наждак, вот не дай бог, что-нибудь поставите, и он разлетится просто в щепки, потому что обороты будут вот такие. И поэтому, когда вы считаете, вы никогда этого не сделаете, этой ошибки не допустите. Вот это очень хорошая штука, ее желательно знать. Идем дальше. Убираем нашу формулу. Выдержит ли ремень еще? Ремень же тоже какая-то скорость, вот поэтому эти расчеты инженерные надо знать. И вот давайте мы еще ремень посчитаем. А вот как это для ремня? Вот эти обороты. 6458 оборотов. И вот еще одна запись у меня. Формула скорости ремня. Вот. Скорость, значит, равна π умножить на диаметр, умножить на n и деленное на 60. V, значит, у нас это скорость ремня. D – диаметр ведущего шкива в метрах. Вот он. N – это обороты электродвигателя нашего. И вот тут для обычных клиновых ремней, это вот метр в секунду, 25-30 метров в секунду, нормально. До 35 метров в секунду это уже предел. И вот тут толщина, опять же мы про нее говорили, 7 миллиметров. И начинаем наши расчеты. Вот диаметр ручья этого ведущего шкива 123,5 миллиметра. Диаметр шкива по ручью 120 миллиметров. Плюс пол толщины ремня 3,5, получается 123,5 миллиметра. Переводим это в метры. Нам нужно по формуле в метры перевести. Вот, то есть получается 12,35 десятитысячных. Подставляем в нашу формулу. 3,14 это π умножить на наш диаметр в метрах ведущего шкива и умножаем на обороты электродвигателя. 60 это наше время, секунды за минуту. И получаем. Получается скорость ремня 18,42 метра в секунду. Для нашей вот этой установки это просто идеально. 25-30 это нормально. 35 метров в секунду это предел, а у нас 18, то есть он вообще ремень будет работать, работать и работать. Ему даже напряжения нету. И вот этим путем несложных расчетов мы просчитали, что наша установка будет работать хорошо. Подшипники также у нас 205 подшипник, он там стоит, он там до 10 тысяч оборотов в минуту, а у нас обороты 6450, ну пусть 6,5. Для подшипников нормально, то есть мы все узнали, что у нас и ремень, и подшипники, и узел, все это, вся эта установка у нас выдержит. Вот путем таких несложных расчетов в сегодняшнем видео я вам вот рассказал. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал. Спасибо, до свидания.